Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим основные события, а также что ожидает курс рубля, доллара, евро сегодня на открытии московской биржи. Ну и какие тенденции будут сегодня на российских акциях и индексах. Так, ну во-первых, календарь. Сегодня из более или менее значимых событий это сальдо торгового баланса Германии за июль в 9 утра и 12 часов данные ВВП еврозоны. Так, сегодня день вроде бы не особо насыщенный. Так, ну в Америке продолжаются страсти предвыборные. Байден продолжает лидировать на текущий момент. Трамп делает грозные заявления по поводу того, что он полностью минимизирует экономическое взаимодействие с Китаем. Вчера он еще подтвердил, что он согласен с блокировкой Северного потока-2, как предложила Меркель в наказании Российской Федерации за ситуацию с Навальным. Но на самом деле, чтобы он отказался его блокировать, это была бы фантастика. Они же изначально сколько протаскивали заблокировать Северный поток. Так, ну в Калифорнии опять энергетический кризис очередной. Грузоперевозка в американских портах не подтверждает восстановление экономики. Продолжается пониженная перевозка грузов, судя по количеству контейнеров. И до сих пор восстановление так и не произошло. Так, ну недвижимость Нью-Йорка упала она и в стоимости, и количество сделок аж на 50% просела. Это к вопросу о том, что ждет коммерческую недвижимость. Потому что Америка, она идет впереди всех. Ну вот, скажем так, очередной ход предвыборной кампании. Трамп обвинил Пентагон в стремлении к войнам. Так, ну и возвращаясь к Российской Федерации. Проблемы российских банков оценили в половину российского бюджета. Но видите, здесь все складывается к тому, что рубль будут давить. Что бы там Грефы не заявляли про 60 рублей в конце года, фундаментальная расстановка сил, она указывает на то, что рубль будет проседать. Так, ну и вот плохие новости. Доля желающих эмигрировать россиян достигла уровня развала СССР. Ну то есть как бы текущая ситуация, отсутствие какой-либо вменяемой и позитивной повестки идеи, ухудшение экономической ситуации, она вполне вызывает всплеск миграционных настроений. Но здесь еще надо понимать, что текущая новая современная экономика, которая нарождается, она будет способствовать тому, что границы будут размываться и, соответственно, люди будут свободно перемещаться. Вот я думаю, в течение ближайших 20 лет в этом плане мы увидим очень существенные, очень сильные изменения. Потому как видим с вами то, что произошло в течение этой эпидемии, то есть по сути государство по большей части это обслуживание элит. Причем как бы практически любые государства. Так, и вот японский банк, который играл с опционами на NASDAQ, закрыл большую часть своих позиций, потому как могут такого крупного игрока и заловить, тем более после его официального раскрытия. Так, ну давайте по фьючерсам на ММВБ посмотрим. Так, рубль-доллар. Рубль-доллар. Здесь у нас получается юридические лица, как видите, делают ставку на то, что доллар сегодня к рублю будет расти. Нет, 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 извините, он будет снижаться, по их мнению, потому что нарастили короткие позиции. 52 тысячи коротких позиций и только 18 тысяч увеличения длинных позиций. То есть юрики сегодня делают ставку на то, что доллар будет ослабляться к рублю. По евро ситуация схожая, лонги режут, шорты наращивают. То есть и по евро, и по доллару юридические лица видят, что сегодня будет укрепление рубля и к одному, и к другому. Так, евро-доллар. Здесь нарастили лонги, увеличили, порезали шорты. То есть делают ставку на то, что евро-доллар, евро к доллару сегодня также будет укрепляться. Обращаю внимание, это не является прямо железной такой зависимостью. То есть оно в каких-то случаях срабатывает, в каких-то не срабатывает. Но здесь есть определенная положительная корреляция. То есть если юридические лица увеличивают лонги, то чаще всего, по крайней мере в первой половине дня, актив растет. Если они наращивают шорты, то обычно в большинстве случаев падает. В большинстве, но не всегда. Так, вот по нефти делают ставку на то, что нефть будет проседать, поэтому это несколько не коррелирует с укреплением рубля. Хотя по рублю, то есть там политические риски могли сыграть существенную роль.
в ослаблении рубля. Так, серебро. Здесь ставка на рост серебра. И по золоту тоже делают ставку на то, что золото сегодня отскочит. Ну и возможно мы сегодня увидим заход на 1960 по золоту. Но это пока еще под вопросом. Так, РТС. Ну и по РТС делают ставку на снижение. Но здесь, скорее всего, по РТС будет боковик, судя по динамике. Так, индекс российского госдолга пока находится в боковике. Здесь давление на рубль будет усиливаться, если будет пробито сначала 152,9, 152,8, потом 152,4. Вот. Но пока эти два значения не пробиты, мы находимся в боковике. И со стороны госдолга особого давления на рубль пока не будет. Так, это SFD на S&P, на фьючерс, американский индекс. Ну что мы видим? Дневной таймфрейм. Здесь у нас идет попытка такого закругления, отбоя и восстановления. Ну и продолжение либо роста, либо нахождения в проторговке. То есть сейчас на текущий момент американский индекс указывает на то, что сегодня, скорее всего, день будет либо спокойный, либо, возможно, будет какой-то отскок. Вот, разумеется, все это будет перечеркнуто в том случае, если мы пробиваем 3340. 3340 это первый рубеж, который, если будет пробит, то, скорее всего, развернутся негативные события, которые значительно ускорятся при пробитии 3300. Вот. Но сейчас технически картина указывает на то, что будет корректирующий отскок, проторговка, либо рост движения к верхней границе. Посмотрим, как это будет реализовано на практике. Так, индекс доллара, дневной таймфрейм. Но здесь у нас сохраняется интрига. Здесь в этом боковике двигаемся. То есть пока здесь не будет уверенного пробития диапазона, говорить, что все как бы рынки развернулись и сейчас все начнет падать, я думаю, преждевременно. То есть для того, чтобы начался массовый исход из активов, нужен риск-офф. Риск-офф у нас четкий индикатор индекс доллара. Пока он не начал расти, а критерий, с моей точки зрения, начала роста, это пробитие сначала 93,4, потом 93,9, 93,8. Вот тогда можно говорить, что все, Армагеддон на подходе. Технически, конечно, нарисовалась картина на рост индекса доллара, но пока вот эти барьеры не взяты, я думаю, роста индекса доллара не будет, потому как он еще может отсюда отразиться и походить еще в этом диапазоне. Да, технически здесь напрашивается разворот, но таких разворотов была тьма, и они заканчивались ничем. Так, ну Китай сегодня проседает, вышел он из растущего канала, и поэтому, скорее всего, здесь в ближайшее время мы увидим движение 4560 и потом тестирование вот этого уровня 4480. Соответственно, его пробитие – это полет вниз, вот сюда. Вот. Но да, здесь как бы видно, что негатив начинает нарастать. Ничего с этим не поделать. Вопрос в том, как сейчас Америка будет отыгрывать это движение по Китаю. Ну, определенный негатив будет для российского чермета, скорее всего, на открытии. Так, далее нефть. Но здесь события складываются пока более или менее. Удержан вот этот ключевой уровень 42. И пока он не пробитый и не синицировано резкое движение вниз на 39,7, ну, здесь вполне как бы вероятно, что будет проторговка и хотя бы попытка отскока, либо отскок. Вот, поэтому если уровень не взят, то вполне как бы отскок хотя бы кратковременный, а может быть и не кратковременный, здесь вполне может произойти. Но тренд нисходящий, и пока этот нисходящий тренд на текущий момент не сломлен. Вот, я думаю, сегодня-завтра как раз такие дни, когда здесь ситуация определится, или мы отскакиваем, или мы ломаем вот эту попытку консолидироваться, и тогда уже движение 39,7, и потом возможно даже движение вот сюда, вот в этот диапазон. Так, ну по часовику идет попытка все-таки продавить вот этот уровень 42. Если таковое произойдет, то пробитие диапазона 42-41,5 может вызвать очень сильное движение вниз. Вот. Ну а пока находимся вот в этой буферной зоне, которая по большей части это 42, но в целом это диапазон 42-41,5. Здесь после набора позиций возможны отскоки. То есть первая цель, если здесь начинается корректирующий откат наверх, это вот эта желтая линия 42,9. Пока вот у меня на текущий момент нет ясного видения,
куда она пойдет сегодня. По дневкам напрашивается корректирующий отскок наверх. Часовик пока не дает сигнал для того, чтобы можно было бы уверенно сказать, что она сейчас начнет расти. Так, ну и рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Все как бы движение наверх инициировано. Единственное, вчера мы закрылись ниже 76, это может рублю коротенькую поддержку сделать. Вот, потому что по логике вещей здесь еще нужен откат, ну хотя бы на 75, в идеале на 74,9, 74,5. В целом здесь тренд растущий, как вы видите. То есть следующая цель движения это 77,5, потом 80 и так далее. Но те люди, которые говорят, что рубль будет укрепляться, но сейчас корректирующий откат вполне может произойти. Но фундаментально я не наблюдаю причин для укрепления рубля в обозримом будущем. Так, ну и часовик у нас здесь такой в виде боковика. На что хотел обратить внимание. С утра, вот сейчас если будет движение вниз на укрепление рубля и произойдет пробитие 75,6, 75,5, если произойдет, то отсюда сразу возникнет импульс движения, цель которого сходить вот сюда, вот на 75, 75,2. Если таковое не произойдет, а оснований для того, чтобы произошло укрепление рубля, я наблюдаю крайне мало, вот, то здесь следующий сценарий это пробитие 75,84. Если таковое сейчас на открытии происходит, то цель движения 76,26. Я думаю, такой сценарий будет даже более вероятен. Вот, потому как нету по нефти импульса, который бы указывал на то, что сейчас прямо на открытии начнется укрепление рубля. Вот, поэтому, наверное, все-таки здесь мы сейчас увидим уход на 76 и повторное тестирование 76,26. Если таковое будет пробито, то открывается портал на 77,5. Если сейчас с утра мы увидим все-таки пробитие 75,5, 75,6 вот этого диапазона, то да, может быть корректирующий откат, который здесь напрашивается на 75. Но я думаю, вероятность такого движения с утра, она ниже, чем того, что мы будем повторно тестировать 76, 76, 26. Так, евро-рубль, дневной таймфрейм. Ну, здесь прям на дневке нарисовалась такая фигура, что прям вот бери и сюда откатывайся на 86,5. Вот, но вот технически прямо картина, она на это указывает. Но фактически я вот не вижу того скрытого механизма, который это движение бы вызвал. Так, перейдем к часовику. Ну, по часовику здесь у нас, по сути, идет набор позиций. Цель этого набора позиций повторное тестирование на пробой 91. Вот. Но в том случае, если сейчас на открытии мы пробиваем вот этот диапазон, у нас отсюда сразу развивается корректирующее движение на укрепление рубля на 88,8. Вот сюда вот. Обращаю внимание, что вот не так давно, когда рубль тестировал свои лои, то есть укрепление доллара и евро было, после того, как потестил ключевой уровень, пошел достаточно ощутимый откат вниз. В целом, я думаю, все-таки здесь больше факторов указывает на рост валюты. Но помним, как предыдущая ситуация не так давно была разыграна, когда после того, как рубль ослабился до определенного предела, произошел откат на укрепление рубля. Здесь такой сценарий тоже может повториться, но я думаю, сейчас степеней свободы для его реализации меньше, и поэтому здесь все-таки больше факторов указывает на то, что, я полагаю, будет рост валюты и евро, и доллара против рубля. Может быть, какой-то задер будет короткий, но в целом фундаментально картина рисует на то, что рубль будут продавливать. Обращаю внимание, что есть определенный дедлайн, который находится в 20-х числах сентября, когда могут быть приняты уже окончательные решения так называемым консолидируемым Западом по поводу санкций в отношении России. Но, с одной стороны, там разброд и шатание идет, они никак не могли долго определиться, что им по поводу отравления Навального говорить. С другой стороны, если Навальный вдруг на эти выходные или на следующей неделе заговорит и произнесет пламенные речи, то процесс консолидации Запада может значительно ускориться. Все, друзья, спасибо за внимание.